Вашему вниманию предоставляется видеооперация пациента 70 лет, обратившегося в нашу клинику с дислокацией ОЛ. Из анамнеза ультразвуковая факоэмульсификация катаракты с имплантацией ОЛ, модель трехчастная МН60АЦ, была выполнена год назад. Установлены 3 порта, 25 гейдж. Операция выполнялась на операционной системе ЕВА фирмы ДОРК. При осмотре дислоцированной линзы мы видим, что это трехчастная модель МН60АЦ. Одна из дужек полностью отсутствует, вторая дужка отломана больше, чем наполовину. Остатков дужек витреальной полости не наблюдается. Сама линза занимает положение в средних отделах витреальной полости. Не фиксирована. Линза захватывается и перемещается в переднюю камеру с помощью витреального пинцета. Становится понятным, что конкретно эту линзу подшить мы не сможем. Поэтому далее мы приступаем к ее эксплантации. Оптическая часть этой линзы достаточно жесткая, и манипуляция с ее разрезанием в передней камере и удалением по частям у данного пациента чревата осложнениями в виде эндотелиальной эпителиальной дистрофии роговицы. Поэтому нами было принято решение удалить линзу через трансклеральный разрез длиной 5,2 мм в менее чем 1 мм от лимба. В переднюю камеру вводится большое количество вискоэластика, аповиск. Линза захватывается витреальным пинцетом и целиком эксплантируется через разрез склеры. На замену линзы МН60АЦ мы выбрали моноблок Aspira. Линзу планируется подшивать трансклерально. Перед имплантацией линзы на дужке производится наложение фиксирующих швов 10 нулей полипропилен на расстоянии 2/3 от оптической части линзы. Шов накладывается таким образом, чтобы узел был обращен к наружной грани прямоугольного профиля дужки линзы. Шов затягивается. На 6 часах формируется конъюнктивальный карман с основанием вдоль лимба длиной 3-4 мм, диатермокоагуляция сосудов эписклеры. Далее линза имплантируется. На расстоянии 2 мм от лимба сначала на 6 часах по модификации абинтерно, то есть изнутри, через зрачок, через плоскую часть цилиарного тела, трансклерально выводится игла с нитью, фиксирующей каждую из дужек. Затем, прежде чем подшить дужки трансклерально на 12 часах, накладываются узловые швы в количестве 5 на разрез склеры Vicryl 7 нулей. Далее, так же как и на 6 часах, на 12 часах выполняется на расстоянии 2 мм от лимба трансклеральное подшивание линзы. Далее выполняются Z-образные швы через эписклеру, завершающиеся наложением узлового шва. Узловые швы на конъюнктиву Vicryl 7 нулей. Через ирригационный порт на 5 часах на время эксплантации линзы МН60АЦ и имплантации Aspira шла постоянная подача жидкости со скоростью в среднем 10-12 мм ртутного столба для поддержания офтальмотонуса и избежания резких перепадов внутриглазного давления в сторону гипотонии.
Спасибо за внимание.